Всем привет! На еженедельном подкасте. Так, спрячу свои сообщения. Что, можем начать с горячих новостей, которые Сайгар написал. Можем сразу и обсудить то, что произошло сегодня в абстракте, как все упало и так далее. Давай прочитаешь. Тогда у меня сразу же вопрос в чате прилетает. Здорово, что по капибарам. Думаешь, вроде скоро коллаба с Гуглом? Хорошего стрима. Ничего себе, я такой информации не знал. Говорят, у капибара с Гуглом коллаба. С Гуглом? С Гуглом? С Гуглом, да. И Microsoft тоже туда же. Не, Microsoft это по Дженни части. Капибары с Гуглом. Так, ну все, поехали. Давай просто по нашему списку пройдемся. Да. Открыли мы сейчас вот как раз перед созвоном твиттер Сайгара, который рассказал, что будет выдавать XP тем, кто provide liquidity, кто предоставляет liquidity для абстракта. Это было относительно очевидно. Насколько я знаю, в парах там в свое время токенов там Hero, ETH и подобных токенах на хайпе тоже ребятам нормально так раздавали XP-шки. Поэтому, ну, тут ничем не удивить. Просто лишний повод зайти Смотри, там людям, которые спрашивали, далеко от абстракта. уже это правильно, все понимают, что надо в данный момент только в Кона можно в эти пулы закидывать. Потом у нас Да, свободно да. добавить. Но сейчас только Кона есть, да, из возможного. Да, сейчас только Кона, и сейчас как раз пока я был в кино, Кона полетела так прилично. Да, и их токен основной, который на Flow, там тоже дал 67. Да, ну это из-за этого все и пошло. На абстракте же совсем другие цифры, а на Flow там несколько миллионов капитализация. Да, ну а как тебе вообще само падение, то, что сегодня произошло? Ты видел, что с Апстером, что с другими токенами утром было? Это было очень Да, печально. конечно, все видел. Я за этим слежу. Ну, нормально откупили, кстати, и вот это была самая такая, наверное, последняя дипка перед нашим взлетом. Ну Будем вот я, надеяться на это. если честно, уже не настолько уверен, что это последняя дипка. Я, знаешь, вот уже сидел на стриме в начале, за час до этого, до подкаста нашего запустил, и я так сидел, подумал, надо грамотно сейчас уже, наверное, набирать Апстер по DCA просто. По чуть-чуть. Вот Да, я да. сегодня по 17 лямов, если там может такое случиться, эфир упадет там и так далее. Может быть, что-то опять с абстрактом. Как бы, да, сейчас вот мы видим эту новость Сайгара, это прям буллиш на самом-то деле. Это хоть какое-то начало. Мы это еще там будем обсуждать, то, что они активизировались и так далее. Ну, короче, как будто по DCA надо просто набирать, чтобы люди потом не расстроились. Согласен? Мгм. Не, я согласен полностью, и я бы к DCA присмотрелся и к Поле, и к Году, и, в принципе, Гундеру, и к Редсби, и даже к Циклопу, и в принципе, к Бигу тоже. Ну вот, в принципе, вот это вот мои основные токены. Вы можете там раз в неделю на $50 каждого покупать и не ловить фому от того, что там что-то упало, а потом с каждой недели все больше и больше XP лутать, и в целом ну, как бы это неплохая такая позиция. Кона, кстати, топ-1 у нас вырвалась. У Да, нас ну, объем на ней как раз-таки приличный. 588. Пара вот интересно тут какая идет. А Кона ВТХ идет. Причем многие за ВТХ покупают. Потому что я думал, что тут будет пара Кона Фрот. Вот этот вот. Он же продается Фрот 10 тысяч, да, чтобы но это одну через Кону сайт, получить. там надо вроде Да, бы. да. Ну, мне просто говорили, что если покупать через ВТХ, там комиссии очень большие. Не знал. Через фрод, типа, выгоднее покупать. Этого я не знаю. А я, кстати, вот ты говоришь, там те типа токены, там Поле, Гуннер, там Год и Биг. Я уже, знаешь, я теперь только чисто абстра. Я решил, все, я буду набирать только, вот, чуть мы разделимся в этом плане, я буду набирать только абстра. Сумку, я не знаю, я чуть забоялся уже, ребят. Я Не знаю, буду... мне кажется, легитимы и относительно, ну, не так уж, чтобы они упали в ноль, скатились. По тому же поле мы очень большую дипку увидели, конечно, да, с этим я не поспорю. Но, опять же, мы ее уже видели, у нас уже было 2 миллиона, и мы от этих 2 миллионов упали с 10, и мы потом опять пошли на 10. Поэтому, как бы, я думаю, что когда все начинают фадить абстракт, мы видим, что происходит. У нас резкие свечи идут на 7 миллионов, потом мы опять пошли на коррекцию небольшую, потом опять пошли. Ну, в любом случае, даже как я вот разговаривал с одним человеком, известным трейдером, вот, он сказал следующее, что если действительно абстракт хочет листить свои топ-мемы на биржах, то, ну, как бы должна быть какая-то
почва для этого. И Да. основная почва — это высадка тех, кто условно зашел дешево. И чем больше вот таких вот качелей дадут, тем больше залетных в токене, точнее, тем меньше залетных в токене останется, и тем самым будет его легче пушить для бирж и тому подобного. Условно, если чел, который холдит большой процент сапплая, увидит, что на биржу листится, все это летит, и он эту свечку в соло просто убивает, как бы от этого особо и толка не будет. Вот, а когда у нас стронгхолдеры, которые уже увидели, что у них в портфеле там было поле на $50 000, сейчас у них там поле на $10 000, и они до сих пор держат, ну, как бы у них стальные яйца, значит, они с приходом биржи будут держать, скорее всего, и не будут давать в стакан, как глупые ребята. Это Вот. да. У меня как бы, в принципе, все эти монеты тоже есть. Они у меня лежат, просто все в минусах. Это понятно из-за после падения. Я просто, знаешь, что подумал? И такая ситуация, что большинство, наверное, мемов действительно ж, ну, без шуток, ну, может быть такое, что случится, что все полетит. У меня тогда и так уже с прошлого, скажем так, цикла абстракта остались, они лежат. Там, что с ними будет, не знаю, упадут или все вырастут, так все заебись. Тогда я тоже буду рад. Но просто некоторые, есть такой шанс, что некоторые монеты умрут. И как бы очень сложно угадать, какая умрет, какая нет. То есть ты можешь купить, условно, 5 монет, 3 умрут, 2 дадут большие иксы, и это то же самое, что ты взял там один апстер, который условно верняковый. То есть ты в процентном соотношении заработал так же, ну как будто из-за того, что у тебя какие-то монеты умерли. Но опять же, ты можешь где-то и не дозаработать. Тут вопрос в подходе и твоей стратегии. Поэтому тут, знаешь, Да, нужно в любом случае заходить не на все деньги, и всегда, чтобы было на откуп. Это самая грамотная позиция. И если вы заходите в то, что вы верите, то в этом есть смысл, ну, добирать, когда дают ниже. Если вы зашли в Апстер по 30 миллионов, то как бы грех не добрать его по 20, потому что это хорошая монета. И когда он дойдет до 30 миллионов, вы уже будете в профите, а не в нуле. И как бы, ну, тут логика-то совсем очевидная. Одиссей это 100% я согласен. Я имел в виду то, что, возможно, именно апстер стоит брать, именно в этом была логика. Ну, Апстер — это верняковый гарант, который там Да. условных больших иксов может вам не дать, но он дает вам такую почву, грубо говоря, о которой вы не будете, засыпая, переживать, скажем так. А Гуннер там может падать, падать и падать, условно. Опять же, ну, можно проанализировать с помощью Invest.ai холдеров крупных монет и, в принципе, понять, с каких времен они держат, сколько они держат и какие взлеты и падения они уже передержали. Поэтому, в принципе, там на каждой монете по лично моим ресерчам там сидят нормальные типы, которые, ну, дампить не собираются, которые будут как минимум до ТГЕ держать, а то и больше. Вопрос у меня только вот с каждым днем с токен-сейлом, в том плане, что если действительно там будет большая такая сумма людям, которые нафармили много экспы, а люди как раз такие, которые холдили топ-монеты и получали много экспы, им сказали, вот вы можете залететь в пресейл там на 20 000 баксов. Ну вот прикинь, они пойдут и на 20 000 баксов мемов Конечно, застаканят. Как бы, конечно. ну, а таких будет много, ну, если будет сумма значительная. Если будет сумма, там, условно, для такого человека там с платины, а нынче уже там появился тир какой уже... Diamond. Diamond, да. Ну вот если для Diamond дадут там $10 000 вход условный, ну это будет не сильно критично, а для платины дадут там, ну, 2000 условно. Тогда, в принципе, ну, не так много людей и в стакан польет, кто-то из свободной ликвы просто это сделает. Да и найдутся люди, которые будут это откупать перед ТГЕ 100%, потому что на ФОМа нужно будет залететь, хоть что-то по XP достать. Но Я еще и думаю. есть надежда, что раскачают до именно там сейла, ТГИ и так далее, что будет возможность выйти до этого момента, возможно, где-то на плюсах сидеть. Как бы. Ну да, в любом случае. Но как бы давление на стакан в случае токен сейла, я думаю, что как это, неизбежно. Мгм. Хорошо, можем, знаешь, к какой теме перейти? Тоже к абстракту, примерно то же самое будем обсуждать. К тому, что команда наконец-то зашевелилась. То есть этот пост Сайгара туда же, и вообще сам Сайгар, я не знаю, опять же, это он решил так, ну, столько новостей давать и более как-то открытым быть, или ему команду такую дали, но это позитивно как будто. Ты видел, сколько он там? Я думаю, что небольшой негативный фон у нас вокруг Фина образовался, который раньше писал как можно больше про абстракты, и там, не знаю, еще остальных ребят. А Сайгар всегда был таким билдером в тени, Который, да, и у него незапятнанная репутация, поэтому людям куда приятнее получать от него информацию, потому что он более такой пруф-источник, которому люди до сих пор доверяют. Вот, поэтому я думаю, что отчасти тут есть и такой вопрос. Поэтому ничего плохого в этом не вижу. В принципе, подход правильный. И в целом, когда начнется все это, как сказать, отрастать, больше позитива на рынке, больше позитива вокруг абстракта, там уже и Фин подключится, и остальные.
и, в принципе, все забудут уже про эти все неудачи, я думаю, с большего. Ты думаешь, что типа Сайгара просто используют сейчас как типа лицо с незапятнанной репутацией, через него все, а потом уже остальные опять подключатся? Да, я думаю, конечно, потому что, ну, в любом случае, ты представляешь, как бы в Твиттере посты делать, это как бы тоже не тьфу, и там выложил пост. Это надо потратить время, это нужно написать его, это нужно его согласовать, возможно, с командой. И как бы человек, который занимается конкретно кодингом, возможно, ну, как бы часть своего времени в любом случае уделяет не тому, чему ему хотелось бы. Вот, поэтому в любом случае его будут разгружать, я думаю, с большего. Поэтому Еще хорошая новость, то, что ты слышал, там Мариана собирала фидбэк для команды Абстракта негативный, чтобы передать команде. То есть они открыты уже стали к фидбэку, они поняли, что что-то где-то не так случилось, они типа более открытые стали. Но также Сайгар начал писать, тиры поменяли, по чуть по-другому, поинтереснее механику сделали. То есть у нас Diamond тир, до этого ты доходил до платины, и до 10 миллионов да, тебе да. казалось, ну, невозможным, согласен? А тут 3 Мгм. миллиона. Голду разделят, сказали тоже. И Ну так да, далее. с голды тоже гэп для обычных работяг, как бы с 100 тысяч, с нуля там условно до ляма, а было до этого 100 тысяч. Как бы это тоже большой такой разрыв для тех, кто не так много экспы зарабатывает. Поэтому, в принципе, уход хороший. Я думаю, что если с ТГЕ затянут, у нас есть все шансы получить и Diamond, потому что 3 миллиона Да. это уже как бы реальная цифра, а не 10. И в целом, как бы тут задача с каждой недели увеличивать количество экспы. Вот у меня на этой неделе наконец-то получилось. Наконец-то я свою сумку собрал, за которую мне там не сильно беспокоюсь. И вот я на пассиве получил там больше 50 тысяч экспы, при этом не стримя, не делая никакие активности, просто за холд. У меня там в моменте портфель был там с NFT-шками там в районе 15 тысяч долларов. Сейчас укатался там до 10. Ну, это не сильно критично. Я думаю, что это можно пересидеть, переждать. Потому что в целом все, что я покупал, я по адекватным ценам брал. И я не думаю, что куда-то прям сильно ниже это все пойдет. Относительно чисто из-за эфира все так просело. Вот, потому Не только что... из-за эфира. Там мы как бы начали падать, по-моему, до падения эфира, у меня так мне кажется. Ну, А скажи, люди фиксятся, что. Тут ничего такого, в принципе. ты будешь кидать в пулы вот в Кона или Аборе, они, которые будут появляться для экспы? Посмотрим. Я хочу узнать вообще в целом фидбэк от людей, которые будут закидывать. Что-то Мы узнаем, интересное. сколько они получают и, в принципе, насколько это выгодно. Так вообще, если закупиться там, условно, нормально апстером, закинуть ликву в паре апстер и ТХ, ну, вполне себе нормальная затея, я считаю. То есть, если мем какой-то гарантированный, который вы будете там холдить, условно, вплоть до ТГЕ, вплоть до нормальных иксов, и вам не жалко там закинуть его в пул, то почему нет? Ну, в принципе, это очень вполне себе нормальная затея. То есть вам хотя бы там с комиссии будет что-то капать. Это вполне себе Мгм. нормально, Давай-то по моему мнению. не отходя сильно далеко от абстракта, у нас еще такое событие скоро будет. Токен 2049 у нас стартует в Сингапуре, какого там 2 вроде октября. Может быть, Мгм. там подвезут какие-то новости, какие-то анонсы. Или ты вот Да, ждешь? определенно. Я думаю, что абстракт там покажет себя на этом событии, потому что не просто так он в Сингапуре, как бы это все близко к тому, что как бы к их среде нынешнее распространение своего влияния. Вот, поэтому я думаю, что они там что-то интересное готовят в любом случае. Хотелось бы, чтобы что-то объявили, действительно, там не факт, потому что каждый раз ждешь какую-то конференцию, то есть они могут просто и потом объявить, это может быть так, знаешь, для коммуникации, чтобы они там с кем-то пообщались, с кем-то заколлабились, они туда едут, еще кому-то, показать себя. Ну, посмотрим, но хотелось бы, чтобы какой-то анонс действительно был, будем наблюдать. Так, Да, пора, мне сейчас еще в комментариях пишут ребята, да. Зенман залетел, Морталис Привет. залетел. Привет всем, ребята, приятно вас видеть. Зенман спрашивает у нас, what's next for invest? Слышал, что инвест-стратегия приближается. Что это значит для инвеста? Ну, расскажи Ну, нам, это хороший вопрос, это очень хороший вопрос. расскажи. На самом деле, да, действительно, команда инвеста разрабатывает сейчас новый токен, скажем так, новая инициатива, и которая будет, в принципе, для развития паджи, экосистемы, в принципе, и развития абстракта в том числе, я думаю. Вот, ну, на фоне всех этих стратеджи мы пришли к мнению, что глупо не поучаствовать в этом хайпе, глупо не поддержать вообще эту инициативу, потому что инициатива действительно прикольная, и на самом деле
если вообще в суть и в глубину, ну, как бы от сути и глубины отталкиваться, как бы Pudgy Invest — это, грубо говоря, компания инвесторов, ну, это пингвины-инвесторы, правильно? И, ну, что-то связанное с инвестициями — это всегда хорошо. Ну, как бы для нас, для нашего видения, мы изначально как бы об этом думали, то есть какой-то инвестиционный портфель собирать на абстракте, то есть конкретно от лица Pudgy Invest, рассказывать про ситуацию на рынке. Вот, но придумали куда проще, куда довольно-таки, наверное, интереснее идею. Вот, все мы знаем вот этот хайп strategy токенов, которые NFT сейчас флор держат, откупают. У нас немножечко другая ситуация. Мы решили, что мы сделаем Pengu strategy. То есть у нас будет стратегия основана на токене Pengu, не на NFT. Как бы токен куда более волатильный. Я думаю, что на абстракте очень много людей, которые верят в токен Pengu. И суть будет заключаться приблизительно... Ну, механизм будет приблизительно такой же. То есть смарт-контракт, который автоматически все будет делать. То есть от нас вообще ничего не требуется. Будет токен, на него, на покупку которого будет небольшая комиссия, на покупку и на продажу, вот, и с этой комиссии будет идти откуп Pengu на общий кошелек. Если Pengu растет на 20% там или на 10%, она продается и используется для откупа плюс сжигания. Если условно... это первый сценарий, да, второй — это просто он лежит на портфеле, но в любом случае, как бы мы все здесь верим в абстракт, верим в Pengu, и, в принципе, сейчас как раз-таки неплохая точка входа. Если мы на самом Pengu посмотрим, на график, давай открою. Давай. Так, Pengu на Solana. Вот он потихонечку уже начал отрастать, как мы видим на дневном графике. Да, вот мы дошли... Это вот у нас был памп с момента конференции, если не ошибаюсь. Или вот тут уже была эта конференция в Нью-Йорке с Ванек. Это было памп на только аватарки меняли все. Аватарки, да. И получается, вот мы сейчас дошли, вот, в принципе, от пиковых значений. Как будто не совсем тут правильно показывается, потому что мне казалось, что мы до 3 там миллиардов доходили капы. Мне на Solana что-то график не сильно нравится. Но не суть важно. В любом случае, мы как бы почти... Да. Мы, короче, почти... я по FDV считал, да. Все. Да. По FDV 4 было точно. Может быть, или 4. Да. Вот. Получается, сейчас, насколько я вижу, в принципе, очень такая неплохая точка входа для Pengu. Вот, потому что очень много новостей, и тот же ивент, в котором будет присутствовать Pengu и будет, в принципе, рассказывать про свои пути в развитии и остальное. Вот, ну и в целом, вдобавок еще скажу, что для холдеров также будет иметься часть какая-то из пула, которые просто холдят монету. Монета будет условно там расти из-за того, что на ней будет волатильность, объемы какие-то, да, будет откуп, продажа Pengu, а также будет клейм Pengu холдерами. То есть если ты холдишь монету, ты там какой-то процент от трежери можешь забрать каждую неделю. То есть ты вкладываешь свои деньги и пассивно еще лутаешь токены Pengu. Ну, грубо говоря, майнишь, ну, можно так сказать. А тут как раз спрашивают, разве в абстракте можно автоматизировать контракт? Вроде же да, правильно? Работаем над этим. В принципе, все возможно. И еще сразу вопрос от Джеймс Франка. После новостей от Сайгара про токены, есть ли план у инвест получать галку? Не знаю, какие новости, может, то, что они открестились? Новости, что они галочки автоматизированы сейчас, и они на другие вещи смотрят. Я думаю, вполне реально, потому что мы конкретно с Сайгаром-то и связывались с командой. То есть это была его идея про Pengu Strategy. И мы с ним мы рассказали свою идею, как мы это видим. Он нас поддержал, ему эта идея понравилась. Вот, поэтому мы прям собрались делать такое ответвление, скажем так, Pudgy Invest. Вот, ну, мы ни в коем случае не останавливаемся над билдом продуктов для абстракта, то есть у нас помимо копи-трейдинга в ближайшее время там будет развиваться продуктовая линейка, но в целом как такое ответвление и возможность условно запуска какого-то фейр-лаунча и при этом преимущество холдеров инвеста при входе в этот токен, то есть чтобы там не снайперы залетели, а условно реальные люди, которые уже поддерживают инвест как проект. Вот в целом я думаю, что это очень даже такая классная инициатива для наших ребят. То есть я правильно понимаю, то есть будет токен Pengu Strategy, условно назовем его, и часть денег, которые лутаются с комиссии, идет на откуп Pengu и продается потом, когда на 20% Pengu дороже, а часть идет на клейм холдерам. Вот так, такой механизм будет.
Правильно? Да, все верно, все верно. Окей, окей. Так, что-то мы хотели по этой... Какая у нас была тема вообще, а то мы отошли так. Да, мы аккуратненько отошли от темы. Зенман услышал, Зенман доволен. Ну, Он сказал отлично. interesting. Ну, Вот, ну, в целом как-то так. запуск, кстати, примерно хоть. Что? Что ты не сказал, когда именно запуск хоть примерно. Запуск, ну, скажем так, дизайнер работает над сайтом. Сайт уже там почти в стадии готовности, в ближайшее время будет. Вот, хочется сделать что-то красивое, необычное, а не то, что клепают тот же Punk, Strategy и остальные, то есть что-то поинтереснее все-таки хотелось бы сделать, потому что возможности есть, это во-первых. А во-вторых, смарт-контракт уже протестирован, в Мгм. целом работает, как бы небольшие правки, и, возможно, аудит еще нужен. Мгм. Насчет аудита тоже подумаем, вот. Ну, в целом, как бы ситуация вот такая. Окей, окей. Тогда, может, ты помнишь, какая была тема, с которой мы отошли, или у нас не было пока темы? Как мы Я думаю, отсюда- мы просто сейчас в свободном плавании и Давай тогда знаешь, какую тему? Как раз если мы заговорили за стратеджи, поговорим про запуски. Запустились те стратеджи после нашего подкаста, Moonbirds и так далее, и да, запустили да. и новые сейчас стратеджи запускаться. Что думаешь, что смотрел и так далее Я по ним? слежу за Strategy. Punk Strategy вообще классно себя показал. Перформит прям. 62 уже. Вообще красота. На нашем подкасте было около 20. Да, да, где-то так было. Уже 3 икса. Ну, как бы Punk Strategy — это прям прародитель всего, поэтому тут ничего удивительного. Ну, в целом, как бы я изначально говорил, что инициатива крутая, и она будет жить независимо от того, кто билдеры, что происходит вообще. Ну, если рынок будет падать, конечно, есть нюансы, но при этом всем это выгодно. Это выгодно фаундерам проектов, это выгодно людям, которые холдят NFT этих проектов. Ну, короче, в целом только одни плюсы я от этого вижу, и люди, видно, что они покупают, они заинтересованы в покупке, они заинтересованы вообще в этих всех движухах. Поэтому буллиш по Punk Strategy. Я вижу, что и другие токены Strategy там нормально перформят, в принципе. Ты можешь на сайт зайти, все токены отображаются на сайте NFT Strategy. Сразу же все будут у тебя Давай открыты. откроем. NFT Strategy Fund. Вот, да, оно. И там браус, Мгм. вот там сверху браус у тебя, сверху. Вижу. Вот здесь сразу у нас открыты. То есть вон у Ну нас вот мы видим. Strategy, который сегодня запустился, 2 ляма он стоит. Но ты решил, Мгм. да, пока эти идеи все. Ну вот Мипстер мне очень понравилось, как полетели Да, нафтишки. полетел Они страшно. там кучу их штук откупили, блин, вообще красавцы. Ну, то есть по Мипстеру очень интересная ситуация. Я вообще даже не верил, я особо не вникал в этот сам проект. Но из-за того, что NFT не сильно дорогие, их получилось выкупить вообще такой приличный флор. То есть это уже там действительно какой-то стратегический резерв. И, в принципе, вот то, что мы видим, не суть важна в цене этих NFT, да, ну, то есть скорее суть в самом процессе. То есть скоро и панков будет такое количество, Нет, условно, то и там пингвинов. была То есть, ну, суть с мебитами, вот этими мебитами, короче, из-за чего они так полетели. Там, короче, фаундер проектов мебитов объявил, что за заработка, там же 1% идет, типа, ну, владельцам, условно, NFT этим. И он с этих мгм, 1% комиссии, которая ему идет, он выкуповывает сам у этого стратеджи себе NFT, ты понял? И то есть мгм, есть покупатели, поэтому они так полетели. Я вообще на стратеджи этих, ну, вот те, которые запустились в прошлую пятницу, я там насуетил, конечно, страшно, немножко из-за этого чуть не дозаработал, но все равно вышло у меня. Я тогда прикупил панков, ну, основной NFT, потому что туда мгм, вся ликвидность идет все равно. Купил эйпов, купил Moonbirds, 1300 баксов вышло. Не так много, ну, из-за того, что я насуетил, там, в минус продал, потом перекупил и так далее. Но все равно плюс. А вот новый стратеджи я не брал, я решил посмотреть, как будет происходить. Посмотрю этот, посмотрю следующий. Если что, буду в гоблинах, думаю, залетать. Гоблины мгм. будут весеннее. Да, про гоблинов слышал. Ну, в целом еще вот был нюанс у них на запуске, что вот Да. 54 эфира, например, куплено было, да? Ну, она не за 54, это выставлено за 54. Но сама суть, что был все-таки какой-то неприятный осадочек с запуском. Особенно это прям на Ape Strategy было, если не ошибаюсь. Ты То есть они считал, тут из-за чего это произошло? за 40. Ну, люди успели прочекать контракт, и за счет этого выкупили, сразу же переставили в цену, а в контракт еще воспринимал этот NFT, грубо говоря, как тот, который нужно купить. Поэтому денег они с комиссии очень много подняли из-за того, что у них изначально были большие комиссии. А ты видел Но в нового целом, токена это самое?
Я не понимаю, что это. Вот открой, смотри чуть вниз, и там вот цены, на которые вот там по 10 эфира. И я спрашивал у чата, мне Артему там подсказал, он говорит, что это нормально, они специально так сделали. Но я что-то не могу понять, что первый типа будет дороже стоить. Может быть, это они уже так специально настроили, я уже не знаю. Или опять произошло то же самое. Ну, вот Это это вот, я не знаю, возможно, у них алгоритм сработал просто, который выставляет лесенкой, и за счет этого они планируют больше просто на откуп заработать. Может быть и такое. Но это странно. Кто их купит потом за 10 эфира, я не знаю, но пусть стоит. Ну, пускай стоит, ничего не мешает. То есть у них есть же что-то и за 5,8, 5,9. То есть первым счетом-то пойдут эти, а уже дойдет ли до этих, ну, уже посмотрим. Грубо говоря, флор постепенно будет увеличиваться, они сами будут его откуповывать, правильно? Угу. Поэтому посмотрим. Так, твои, короче, планы, что ты, может быть, гоблинов залетишь, или пока не знаешь, что ты будешь делать? Я смотрю, у меня как бы есть куча сейчас вещей, за которыми можно следить, и нужно следить. Поэтому, ну, в любом случае, интересная движуха, я готов залететь, посмотреть. Но, опять же, будем смотреть, будем думать. Возможно, какая-то коллекция будет недооценена, возможно, переоценена. То есть тоже нужно подходить с головой. Но в перспективе, я думаю, что 2 миллиона, как мы видим, там у всех токенов, учитывая то, что у панков 60, ну, 2 миллиона – это маловато. То есть я бы хотел увидеть там у тех же эйпов по 10, там паджи по 10, мипстер тоже, в принципе, учитывая, как они стартанули и что они делают, тоже, в принципе, 10, я думаю, можем увидеть. Ну, то есть в целом тут вопрос времени и вопрос рынка, да. Если ты еще хайп, если у них останется и пойдет дальше, тогда да, возможно. Тогда согласен с тобой. Ну, в любом случае, это экосистемный продукт, который, ну, позитивно на весь рынок складывается. Давай перейдем, знаешь, к какой теме? Ты про это больше знаешь, поэтому хотелось бы тебя послушать, потому что я вообще это скипал. Вульфгеймы стартанули на абстракте. Может, ты расскажешь вообще, что там происходит? Да, Wolfgame — это проект Seedfresh, если вы знаете, очень такой популярный в своих руках человек, очень богатый, вот, и в целом есть у нас коллекция на OpenSea, это Wolfgame называется, она так и называется, она уже кочевала из разных чейнов, она уже побыла и на Solana, она уже побыла и на Blast, и сейчас она перешла на абстракт. Полноценно сделали свап всех NFT, то есть Wolf Game. Сейчас официально найдем. Да, вот они. Овцы у нас уже сейчас стоят по нынешнему курсу $320. Ничего себе. Вот, можем открыть. Хотя мне кажется, что это не настоящая коллекция. Нет, это не настоящая коллекция. Сейчас мы Wolf Game найдем. Почему это? А ну, стой. Ты уверен, что это не настоящая коллекция? Угу. Там же галочка вон вроде стоит, подожди. И что? Это скам. Так, давай по... Угу. А у тебя нету Вульфгейма, чтобы проверить по ним? Да если что, проверим. Чтобы так перейти просто. Если бы еще у меня кошелек открывался. Так. Вот, а ну. Activity. О, все. VG Deployer у них. Ник. Вот, у них есть Wolf Game. Они переименовали Old. Их на Old переименовали. Возможно, кто не успел, тот не успел. Но я думаю, что так не должно работать, конечно. Кто-то он еще продает. Это, короче, покупаете овцу вот за $282, ее по ссылочке, которую они сбрасывали, вот они, Migrate Wolf Game, можно просто перенести на абстракт, и в скором времени запустится. Тут нужно понимать, что есть много коллекций. Есть Wolf Game Old, там нулевая и первая коллекция овец. Genesis Land — это ленды, на которых разные ресурсы. Есть... в Wolfgame еще есть волки тоже, волки. Есть овцы, есть волки. Волк стоит там как 8 овец, условно. Но он может красть овец.
в самой игре. То есть это так было. Есть еще фермеры, тоже не совсем понятно пока, что они будут делать. И есть Generation 2. Generation 2 — это скрещенные там между собой. То есть это после спаривания волки и овцы. Это уже после ген 0, ген 1 идет ген 2, и они как бы послабее, но суть в том, что они свою как бы суть как бы оставили. И есть еще токен Wool, который будет, насколько я знаю, airdropом раздаваться тем, кто холдит NFT, и тем, кто просто до снапшота имел какое-то количество токенов. И еще есть еще коллекция Wool Pouch. Это мешочки с токеном Wool. Они там периодически разблокируются, и вот тоже они тоже как-то перенесутся на абстракт. Вот, ну в целом это довольно-таки культовая игра, которая в свое время, даже вот я могу про обычные коллекции, например, или по волкам, вот, чтобы тебе было понятно. Я не знаю, ну, тут не каждая, конечно, но мы по Activity можем увидеть, что вот у нас одна овца в какое-то время, там, 4 года назад, $2000 уходила спокойно. Пиздец. То И есть, пацаны угадались, да, потом, ну, конечно, то есть это понзи, это все понятно. То есть вот кто-то 0,2, потом 0,54, смотри. Но вот один эфир овца стоила 4 года Офигеть, назад. пиздец. Один эфир. А потом 0,02 кто-то в битку дал, прикинь. 9 месяцев назад. 3 года держал, и такой хуяк. Не додержал. А Вот, тогда ну да. заработать что-то на том, ну, купить их на спекуляции, типа, до их перехода. Да, Ну, в принципе, вот как новость вышла, да, они полетели, и кто-то эту инфой владел заранее. Мы этой инфой владели очень заранее. То есть, я тебе так скажу, 19 июня мы увидели эту гифку, и это было понятно, что они выйдут на абстракте. Вот да. тогда была очень вкусная цена. Если вы заходили и дохолдили, вы там получили по 10 иксов условно. Ты бы их брал под баксов 30 условно, да? Ну, не, овцы тогда уже стоили 100-200, а вот фермеры конкретно там можно было за $40 купить, и они там уходили за 300. Ленды то же самое, там они стоили $20, там уходили за 200. Ну, то есть Короче, возможность была, и вот они вот вышли, да, они вот уже наконец-то вот продолжили свою эту гифку, как... Хорошо, а есть какой-то смысл сейчас как-то присматриваться к этому проекту? Что там будет в абстракте, что ты ожидаешь? Или ты как-то его дальше заработал на вот этой спекуляции и скипаешь? Не, я думаю, что стоит. Ведь ранние юзеры, которые залетят, деньги должны получить в любом случае. Причем, ну, у самих Wolfgame, у команды деньги есть. Поэтому, в принципе, пару деньков проживет. Особенно на лаунче я бы присматривался к спекуляциям с токеном. Вот. И самый такой трушный вариант. Залаунчится токен, надо будет покупать, потому что его нужно будет тратить в игре. И уже потом посмотрим, что да как. Я думаю, токен может полететь, пока относительно большого количества его не пособирают в игре. То есть будет какое-то окно. Ну и опять же, и можно открыть токен Wool. Если не изменяет память, то он так должен называться. Мы конкретно тут можем увидеть его спекуляции. Ну, кстати, пошел еще вверх. Ну, вроде как это настоящий. Сейчас проверим, конечно. Я могу в любом случае ошибаться. Да, но если с такой капой, скорее всего, настоящий, я думаю. Не, это настоящий. Ну вот, короче, смотри, тут у нас было вот это выход на Солане, если не ошибаюсь. Давай сейчас линейку возьмем. Был памп на... Ну вот на 16 иксов, грубо говоря. Был выход на Бласте, и вот как раз-таки Бласт это вот это вот вроде как свеча. Ну, там тоже, грубо говоря, большой памп. А вот это был выход на эфире. Ну, то есть, в целом, вот от лоев там каждый раз мы приходим к такому нормальному, значительному пампу. Это все, конечно, выглядит как умирающий график, но в любом случае, ну, то есть, саму суть понимаешь. То есть, когда только оно запускается, там и иксы на самой монете уже неоднократно показывались. А скажи, это получается, типа, вот этот токен уже умер, они от него открестились и запускают заново, типа, на абстракте просто раздадут, типа, по снапшоту холдерам этот токен, правильно? Или как? А он не умирает, он постоянно ну, то есть он по факту всегда и был на эфире, и вот эти вот то, что мы видим здесь, такой график, он просто, грубо говоря, не торговался. Ну, то есть они как делают? Они дают закупиться этим токеном, потом его мигрируют, он живет своей жизнью на другом чейне, потом они его, типа, обратно мигрируют.
Ага, на майонет. И потом как бы он живет опять своей жизнью. Ну, в целом у них плюс-минус вот такая стратегия с большего. Ну, токен уже никому не нужен сейчас. Понятно, он в ноль укатался только потому, что ну, люди уже до снапшота довели, слили, что могли. Ликвидности тут уже нету, $500, поэтому Мгм. да. А скажи, а для игры нужны будут какие-то NFT-шки, получается, для участия в этой понзе? Я Правильно? думаю, что они могут открыть какой-то мин дешевых овец, там, ген 3 для абстракта просто. Ну, то есть, чтобы людей было небольшой цена входа. А может быть и нет. Ну, как бы, может, просто нужно будет обычную овцу купить. Может, хватит тебе и фермера. То есть, самих подробностей по игре сложно сказать, потому что у них там каждый сезон все менялось. И что будет в этот раз, ну, как бы, предсказать трудно. Мгм. Окей, окей. Есть что-то добавить про эту игру или пойдем дальше? Да нет, в целом, я думаю, что можно идти дальше. Окей, там еще стартанула другая игра в абстракте, можем ее обсудить. Souls Club. Я видел, ты тоже участвовал в лаунч-ивенте на портале, я тоже участвовал. Достаточно Да, прикольно. конечно. Своим мнением, как тебе? Это одна из таких справедливых лудок, Да. на которой я сколько не отыграл вчера, так я еще и деньги заработал. Как бы, ну, я думаю, что если там по какой-нибудь механике играть, то можно и не потерять, в принципе. Ну, и ты играешь против реальных людей, поэтому это дает больше шанс тебе что-то заработать. Ну и плюс относительно того, что ты тратишь деньги в любой лутке, которая запускается на абстракте, дают тебе нормальный XP. Это такой небольшой бонус. Вот он, револьвер, кстати, да. Мне И понравилось то, что... апвоут Да. надо поставить, обязательно. Мне понравилось, что у них, ты понял, там еще за участие в этой игре револьвер дают тебе этот, как он называется, лотерейный билетик. Рафл с которым- тикеты, да-да-да, за которые ты потом можешь еще и приз получить хороший. Есть Да, там такое, конечно. токены, абстракт, NFT. Еще плюс, оказывается, я даже не знал, у них будет свой токен. Типа ты играешь, карабкаешься в лидерборде, в будущем получишь токен и так далее. Тоже как бы Ничего прикольно. себе, ну это классно. Вот у меня 31 билетик, и вот как раз-таки инвест, $1000 в инвесте у нас участвует в рафле, 4 NFT от Буни, Да. джекпот какой-то и Grow Да. токен. То есть это вот 4 основных партнера на лаунч-ивент. Вот, Revolver Club, в принципе, ну, сейчас никто не играет. Можем зайти, просто показать, как это работает. Мы залетаем на какую-то определенную сумму, Давай я могу с тобой на зайти. $8. Сейчас я зайду. Можем выбрать несколько чемберов, то есть несколько позиций. Сейчас, а ну подожди меня. Там оно еще не началось хоть? Ну, я не знаю, если я первый запускаю, начинается, не начинается. Ну да, наверное, один Вот я меч. жду. Давай, сейчас я захожу в револьвер. Можно Сейчас. поставить в мой, например, ну, то есть мы можем сейчас что сделать? Мы можем вдвоем поставить друг на друга и в итоге, ну, как бы просто разделим банк. Можем поставить на разные, то есть можно А только давай одной попробуем. сыграть. А давай попробуем в одно и то же, да, поставить, как оно будет. Ну, давай. Давай, я вот ставлю с тобой же. А ну, сейчас подписываю транзакцию. Так, сколько на комиссию так уходит, просто интересно. 2,88, 5,87. Сейчас посмотрим. Так, есть, я с тобой в игре. А, ты на другой еще поставил. Ну, давай я тоже Да. поставлю. Ну, что мы же проверяем, или не надо. Не, можно. Чтобы мы Главное, чтобы проверили, никто другой не зашел нас обокрасть. чтобы мы проверили, сколько комиссия просто ходит, если вот так крутить вдвоем. Билетики выбивать просто, да? Да. Сейчас вот проверим. Все, я с тобой там и там. Сейчас посмотрим, как оно пройдет. Ну, прикольно они придумали, на самом деле. Да, Таймфаки лутка. золото. Не надо. Да, лутка, конечно, но какая-то, хотя бы против друг друга, а не против компании. Это не гача Да, какая-то. ну, типа, я вот в этом и говорю, что это справедливая лутка от Proof of Play, грубо говоря, все, то есть по вероятностям тут в порядке. Опа, Да. get ready. Все, убьют сейчас. Опа, все, мы выиграли. Сейчас посмотрим, сколько вот мы И вон забираем. X1. И при этом 2 билетика мы забирали. Да, ну а сколько мы на комиссию потратили, вот интересно вот это Сейчас мы, посмотреть. когда будет клейм, надо обновить страницу, наверное, чтобы он побыстрее пришел. По-моему, ничего. А ну, сейчас проверим.
Что-то Claim по-любому. 004 написано. Сейчас посмотрим, сколько на самом деле. 0,370,24. Короче, 0,037. То А есть делим на 2. Ну, 10%, наверное, если я не ошибаюсь. Сейчас, давай, оно стоит 0. Да, Сколько? да. Что-то порядка. 0, 0, Даже 3, нет, 5%, наверное. 2, 4 делим на 2. Получаем 0,01862. Сейчас посмотрю, сколько мы закидывали. Сейчас вот я скажу. 0,04 закидывали. 0,02. Получается 5% где-то комиссия. Да. В таком духе примерно 5-6, что-то, ну, до 10, до 10. Но все Мгм. равно комиссия такая есть, небольшая, но есть. Все Ну, это равно. логично, что они же должны раздавать призы и остальное, то есть в целом прикольно выглядит. И, кстати, нормально дали этих Даймонда? кристалликов, можно пооткрывать. Да. Unlucky у нас сегодня. Вот, пишут 7%, 7% проверяли, вот, Валентин пишет. Ну да, Мгм. до 10 получается, не забирать. Окей, про Souls Cup, что, мы ждем минт их капсул 9 октября, единственное, вот, начиная на Magic Eden не будет. Я брал на Да? пресете одну, да, У ждем. меня 49 рефералов, можно еще с них Блин, а у забрать. меня, по-моему, никого. Нет, ни одного реферала. Ребят, по моей ссылке внизу стрима, пожалуйста, зайдите кто-то, хотя бы один. Ну, у меня тоже под стримом есть. Ну, у тебя уже сколько, и хватит. 49, мало. Окей, Хорошо, давай если там следующий. будет один такой опытный лудильщик, он мне принесет много денег. Ну, вот разве что, да. Так, раз вы затронули токен Grow, что там у Глоуби будет? Ты что-то знаешь про Глоуби? Не, на самом деле я даже не интересовался. Знаю, что у них есть NFT, несколько видов там. Ну, я туда не лез. Я посмотрел, как раздали airdrop. Такой, ну, молодцы ребята, давайте. Короче, сами там все встаканили, кто мог там, и в Кто принципе успел? все. Ну, там было время успеть, нормально времени было. Вот про Хорошо. нечест многие мне тут начинают рассказывать, но вот мне тоже не хочется там туда сильно разбираться, просто они сейчас и на Кайта лидерборде появились, у них будет пресейл, у них скоро будет лаунч токена, у них NFT пошли вверх, там начиналось все с 0.1 эфира, сейчас уже там полетело по 0.5. Вот, ну как бы не такой большой объем на коллекции Аничес. Я сейчас... Там OpenSea вступила в трежере этот, который на ревард идет. Они из-за этого еще помпанулись. С 0.4 до 0.5 они вот так долетели из-за OpenSea. Но так да, Ну на них да, же выделяют там 10% суплая всего токена будет. Ну просто с 1% вестником. кто-то забрал. Там Ой, прям точнее, редкую за с один эфир. вестником будет. Да, там будет с вестингом, но если через кайт залетать, то вестинга не будет. Ну, в целом, не знаю, объем на самом деле не такой большой, 150 эфиров. Я вот как раз-таки сегодня тоже об этом думал. У нас чисто из-за квестов OpenSea на абстракте есть такие коллекции, у которых объем офигеешь. У нас есть Пенгстракт, да, я вот недавно посмотрел и офигел, 5241 эфир. Это вообще... Офигеть. Вот что бывает, короче, когда на коллекции нету комиссии. Да. Abstra Universe, который это тоже одна из самых первых коллекций на эфире, у них 3000 эфира объема. То есть, ну, тут, конечно, OpenSea так нормально с квестами своими делает. Кстати, Движуху, суету наводит. ты не знаешь, спрашивал ли тоже, вот Джеймс спросил у тебя узнать, если мы так немного отвлеклись, про Astroverse NFT. Есть у тебя какие-то новости про нее? А то он что-то узнал, он сказал, что если вы не знаете, я вам расскажу. Я говорил такое, я такого не говорил. Не, Джеймс Франко сказал, спроси у Ника, он должен знать, если он не знает, то я вам расскажу. Ну, у них игра выходит, если не ошибаюсь, скоро. Я вот себе одну взял за 0.2, сейчас уже 0.17. Нет, флор у нас все равно 0.22. Это оффер просто такой. Коллекция сама выглядит изначально как кэшграб, но, насколько я понял, ее поддерживал максимально абстракт, и поэтому они деньги с мента пустили в разработку игры. И вот со мной в Твиттере, я не знаю, можно показывать, нельзя, связался человек с их команды, рассказал мне, что у них скоро будет выходить игра, и хочу ли я... Опа, хасл у нас тут, криптокапибары. Нифига себе.
У них еще у нас Web3 Playboys параллельно запустились. Вот, он мне скидывал посты, рассказывал, что у них скоро будет Astro Dash какой-то вот. Игра Astro будет, да? Dash. такая? И походу на портале, возможно, если их абстракт поддерживает. Да? Я думаю, да. Поэтому что-то как бы на антифому одну NFT взял. Я думаю, за нее там, может, XP-шку будут платить. Ну, изначально сам минт NFT это было не очень Да, он до успешно. сих пор в Поэтому, минусе. Те, кто брали на минте, они до сих ну, пор... это понятно. Ну, сейчас можно чуть-чуть себе взять под игру. Опять же, эта ситуация похожа на Руи. На Руи просто мы еще параллельно поинты фармим и абстракт экспо получаем. Я вот 7 штучек себе взял красивеньких. Ну, какие-то флорные, какие-то красивенькие. Вот мне сейчас в день приходит, вот с того момента, как я взял, вот тут можно посмотреть point details, 22 поинта за, ну, вот тут, в принципе, распределение Мгм. того, как поинты приходят. То есть у меня есть мультиплееры, 2 штуки, которые сильно бустят, грубо говоря, и вот галерея моих NFT очень такие симпатичные. Это вот моя была самая первая изначальная. Вот эту я сторговался, вообще дешево взял. Это Spirit Demon, их Ламбады, всего да? 23 Это, штуки, да. Да, это да, ж да. ламбады, я ж вижу. Забрал ее. Ну, золотые самые дешевые 0.07 стоят. А Spirit Demon самый дешевый, там и по 0.3 уходил эфир. А я за 0.1 взял. А это прическа Гоку, которых всего 7 штук на всю коллекцию. Ничего себе. Очень редкая. И я ее за 0.5, ну, то есть, считай, за 0.05 взял. То есть по флору, можно сказать. А эти я уже там по аферам набирал, ну, то есть просто, чтобы мне 7 штук набить Обычные просто. для роли. Да, и вот потихоньку началось хоть какие-то поинты капать. Это, конечно, не сравнится с поинтами, которые зарабатывают там другие ребята, но в целом, как бы, ну, прикольно делают. То есть мне, в принципе, нравится их портал. В нем можно делать со своих NFT GM-генераторы. То есть с каждой своей NFT-шкой можно с кружечкой чая и GM сделать картинку и себе залить в Твиттер. Можно там гифки генерировать. Вот, ну, то есть в целом подать заявку на Гвардина можно, в принципе. Ну и скоро вот уже стейкинг гейм появится. Я думаю, что это что-то наподобие Понзи будет. Поэтому, может быть, я еще чуть-чуть наберу, но тоже не хочу свои риски, как бы, скажем так, завышать. Вот, поэтому больше 10 штук я как бы брать не планирую. Там за 20 штук есть прям крутая роль, но за 20 штук мне нужно нормально еще так выложить, Это чтобы их перебор уже, одинаково купить. наверное. Ну, да, это будет многовато. Их потом еще слей, ну, как бы, поэтому 100%. я бы не рискнул. То есть мне и так по моим NFT, у меня вот сколько, 64% портфеля NFT, но это вот сейчас. До этого у меня было где-то 50/50, даже, наверное, 40/60 в токенах. Сейчас просто все укаталось, я там частично на другие сети переводил. Вот, Кстати, поэтому... NFT еще неплохо держится, да, вот в абстракте, по сравнению с токенами. Вот если но Да, согласен, они согласен. не так росли, как токены, давайте будем честны. Поэтому мне Пока еще не было NFT сезона, да, согласен. Ну вот да. на Playboy сейчас хочу еще перейти. У них там запустилась все-таки гендер свап, который они очень долго готовили, и скоро уже совсем скоро выпустят этот NFT. Так, сейчас Playboy announcement. Это трейды уже там, что можно будет Скоро менять. должны трейды нам Трейды уже пустить скоро? сайт. Ну, они сказали, что гендер свап, как бы, и насколько я понимаю, там через неделю после уже... А гендер бесплатно менять или как оно будет происходить? Ты не знаешь? Ой, это было у них трансляция. Мгм. У нас, Ну конечно, вот они такой... уже сделали клозет, ну то есть туалет этот, где переодеваешься, и вот теперь они могут... Да, бесплатно, говорят, менять. Спасибо, Блейз. У нас, конечно, такой подкаст выходит 2 больных человека Да, сегодня. я уже подвыздоровевший. Но все равно такие мы. Но ничего страшного. Так, короче, и вот теперь можно менять, да, мы смотрим. Ага, татум. Это вот то, что бесплатное, да, пока можно менять. Мгм. А потом уже и трейд. Интересно. Ждем, Ну, когда оно сюда же и... ограниченное количество свапа, Блейз пишет, единственное там. Окей, что-то еще про Playboy есть тебе что добавить? Про NFT-шку? А мне интересно, как вот это будет на свапе выглядеть. А ну, сейчас. Что они пока его не меняют. Не хотят?
Блядь, не меняю. А он, походу, не поменял его. Мгм. Но это уже, я так понимаю, можно самому походить, поклацать свои NFT-шки, посмотреть, кто кому Да, интересно. ну и вопрос просто, ну, где? Он говорит, 3 соска прикольно свапаются. Да? Ну вот, Блейз говорит, да-да-да, что там Посмотрел прикольно. бы, на самом деле. Упали по таким ценам. 3 состава. Я уже представляю, как это выглядит. Там 3 груди, наверное. Можем, знаешь, какую тему еще обсудить? Про Нансон. Мы никогда не говорили, вот, немножко от Да, абстракта. да, в принципе, Закончился согласен. первый сезон. Я ж сам фармер Нансена, и залетел в эту движуху благодаря моему приятелю, который мне сказал: "Надо". И я такой: "Ну, если надо, то идем". И они как раз таки выпустили свое мобильное приложение. Я Да, его уже себе на iOS поставил. У них довольно-таки качественный, бот, мгм, который работает по Face ID. Ты заходишь, видишь свою сумку, свой портфель, и он может тебе расписать, почему у тебя сегодня портфель упал, что ты думаешь насчет токенов, которые там я холжу. И в целом можно следить за своим портфелем. Это все довольно-таки симпатично выглядит. Я не знаю, тут сильно прикол. видно, не видно. То есть, ну, в целом молодцы, классно сделали. Но сейчас я немножечко свой фокус внимания не на Нансен выделил. Ну, да, начался второй сезон, начались новые партнерки у них, то есть можно заново клеймить реварды. Тем, кто делает, советую. Тут появился Unlock Access to Nansen Community. Nansen Мгм. Community в Дискорде. Вы переходите, получаете себе инвайт. С этим инвайтом вы получаете себе роль, которая у вас здесь есть, то есть тира. И, Кидал. возможно, в Дискорде еще какие-то за роли будут дополнительные дропы, поэтому это новый Дискорд. У них до этого был Дискорд, просто общий с новостями. Это конкретно Дискорд для тех, кто холдит уже поинты, то есть для тех, у кого хотя бы 1000 насобралась. А 1000 можно, в принципе, 1000 баксов стейкинг закинуть на неделю, повыполнять эти обязательные задания, и вы уже все получите свои заветные там 1000 баллов и грин. То есть даже не покупая подписку. А скажи, Вот. Можно купить подписку на месяц, то же самое получится. есть такое вот у некоторых людей мнение, я вот не знаю, как правильно, некоторые там берут просто, допустим, один аккаунт, у них хорошая подписка, и они там, вот как у тебя, 10 тысяч поинтов. А некоторые люди, да, лучше говорят, типа, создать там 10 аккаунтов бесплатных, не тратить деньги на подписку, закинуть стейкинг, везде получить по 1000, там, по 1000 с чем-то XP, и типа таким взять. Вот что ты думаешь по этому поводу? Не, это классная система. То есть, единственное, что вам нужно будет каждую неделю там или 2 перекидывать эту 1000, и смотря что вы стейкаете. То есть, если Ну вы ладно. стейкаете Solana, вы можете пойти вниз. Кстати, тут еще лидерборд появился, я раньше его не видел, поэтому, в принципе, я думаю, что тут даже есть смысл мне, подняться в поинтах. Я как раз таки в стейкинг, пожалуй, 1000 закину, просто Так оно чтобы еще будет тебе капать тысячонку. два Не, поинта. так это ладно, и оно даст, тут же есть задание на стейкинг, которое дает моментально тебе 900 поинтов. То есть Ага, то есть ты когда ты а больше одного. И поэтому люди и выполняют, то есть, 1000 поинтов и набивают на один аккаунт, грубо говоря. подожди, так, а ты ж уже А, кидал в этот, вот тут за стейкинг, получал или нет? не, я не получал еще, я Ты кидал меньше всё, сумму. всё, я Вот. понял, ты не получил. Да, люди, я думал, ты просто получал, я поэтому и спрашиваю. Ну вот, я в лидерборде 2400 какой-то, то есть всего. Ну тут по 100 поинтов у людей. Я думаю, что тут надо листать прям, ну, как будто тут прям вообще бомжики. Ну хорошо, что вот людям советовать, А, которые хотят пофармить, дропа Нансена? Как офигеть ты тут. думаешь, купить подписку просто и закинуть или просто лучше создать много аккаунтов и везде позакидывать, повытаскивать и так далее? Ну смотри, со скидкой и подписка на 1 месяц, там подписка получается $1 это 10 поинтов, если не ошибаюсь, поэтому Да. $100 это 1000 поинтов. То есть, грубо говоря, $1000 потратив, можно купив месяц подписки. Вопрос, стоит ли это того, ну, то есть, по факту, за аккаунт с 1000 поинтов вы тратите $100. Либо вы стейкаете $1000, и И вы как бы вывод. можете эти 10% за неделю потерять, и можете и больше. То есть, ну, тут, как вам вообще больше нравится? То есть, если у вас, условно, там несколько тысяч долларов в эфире в холд, и вы просто, ну, понимаете, что вы его продавать не собираетесь, то Да. закинуть в Нансе на пару аккаунтов точно стоит. Если у вас нету свободных там $100-200, чтобы купить на подписку там условно, ну, тогда лучше сюда не лезть. Но в целом, как бы,
Мне бы хотелось посмотреть лидерборд на самом деле, Сколько чтобы он людей вообще идет? по страничкам отображался, да, то есть, А вон можно а, скачать лидерборд. Скачать лидерборд, и там будет вся информация, наверное. Вон, download. Единственное просто, а есть же такая еще вариант, что могут без подписки вообще просто побрить на дропе. Ну, вообще, тогда оптимальный вариант купить на месяц подписку и застейкать $1000. Ну, вот Ну, это тогда у такой тебя себе. один аккаунт, а так у тебя аккаунтов там 20 условно. Вот и непонятно, что лучше людям советовать. Так, ну скажу так, чтобы попасть, ну, всего в Excel в этом очень много пользователей, но в целом вот то, что скачалось, идет как раз-таки до 1000 поинтов. У 1000 поинтов всего лишь у 5200 людей. Давайте я сейчас... Офигеть. Вообще людей нету в Нансене, а у них же нормальная инвестиции даже не собрано. А Ну люди да, вообще... и поэтому я думаю, что как раз-таки сейчас пойду делать аккаунты под стейкинг. Под И потом, стейкинг, да, потом закидывают. к концу сезона я еще на них подписочку куплю на месяцок с карты Solaire, чтобы там еще Да, Solaire. либо один основной, где с подпиской, остальные такие на base reward чисто за стейкинг накинуты. Да. Ну, у меня Даже годовая может подписка, поэтому, в подписка. принципе, нормально у меня поинтов. Вполне себе. А Так, сколько ну людей? смотри, вообще не увеличивается. То есть, давай Да, посмотрим. Вот меня интересует человек, месячная подписка плюс стейкинг $1000. Это суммарно там 2200 где-то поинтов у него будет. ну, типа такого. Давай вот не будем так, мы как-нибудь уже А вон побыстрее. раз-два пишет, там 2000. 1200 поинтов, уже 11 человек в лидерборде, там есть народ. Вот. Может, он неправильно Ну, до конца не отображается. вот, 3500 человек, ну, грубо говоря. Давай вот на 3000 посмотрим. Ну, у них у всех почти одинаково, смотри, там. А на 5000 Вот, пошло один. 2600 уже пошло. Вот, ну, то есть, грубо говоря, аккаунт со стейкингом войдет в 3000. Но это стейкинг плюс подписка. Стейкинг плюс подписка, то есть Да, суммарные твои маленький. затраты $1000 стейкинг плюс на одну неделю. И получается подписка за $100. Хорошо, а если подписка на полгода, там это будет там 5-6 тысяч и 7 тысяч, это я не помню. А ну посмотри, сколько таких людей. Ну вот 7000 Вот. пошло. То есть не 7000 больше это там, уже... 1000. Ну, тут гэп людей. такой, знаешь, вот уже таких много. 2500, можно сказать, ну почти что. То есть Мгм. 3000 человек, у которых 2000 поинтов, но при этом 2500, у которых 7000 поинтов. И уже А, я иду, у меня уже там 10 000 поинтов. говорят, что нет такой же подписки, там все поменяли. А какие сейчас там подписки? Сейчас посмотрим. 10 800 уже пошло. А я хочу еще застейкать, у меня будет 11 800. Ну да, правильно я считаю? Или сколько? Сколько у меня поинтов? 10 825. Ты, наверное, в топ там 1000 входишь. 12 000. Короче, мне нужно смотреть плюс-минус. Ну вот 12 000 это в районе Почти топ 1000. 1200. Да, топ-1000. 12 000. Ну да, нужно как-то вот около этого результата. Короче, топ 1500 можно легко входить. Ну, то как легко? Надо потратить на подписку годовую. А сколько, какие сейчас там тарифы? А ну покажи. Сейчас Для ребят. посмотрим. Давай даже, наверное, выйду из аккаунта, скорее всего, чтобы это посмотреть. Ну, вообще, можно посмотреть current, по-моему, Можно, а можно так subscriptions. смотреть. Можно, кстати, зайти сюда, и здесь есть скидка 15%. Вот я набираю ее, и теперь смотрю. Monthly, 69 в месяц написано. Ага, вообще, подожди, это про. Вот есть на месяц подписка раз-два. На полгода, наверное, уже нет, ну, может, имел в виду. На полгода нету, да. На Да, полгода раньше нету. было на полгода, я брал на полгода Ну, просто подписку. несколько месяцев оплатить. Но раньше подписка других денег стоила, она дороже была. Кстати, Вопрос, дает ли она поинты. Пум-пум-пум. вот это вот непонятно. Сейчас, секунду, мы еще вернемся в эту, чтобы проверить, работает ли мой промокод. Вот он, мне открылся. Я сейчас еще спалю его, кто-нибудь использует. Ну, пользуйтесь, не страшно. Если кому нужен промокод, обращайтесь к нам по Нансену. Вот, мне пишет. $49 в месяц, фри 0, это если в год. А у меня какая подписка? Есть про, а есть же еще какая-то. Вот и мне тоже кажется, что их несколько. Их уже убрали. Вопрос, что их могли уже убрать. Так, я ничего тогда не понимаю.
Надо зайти в свой аккаунт. Где мой аккаунт? Пам-пам-пам, аккаунт сеттинг. Тоже ищу параллельно. Смотрю. Так, есть у меня подписка аккаунт Type Pro. У тебя про Change Discord Plan, надо Community нажать Member. Change Plan. Вон, выше, Change Plan, Change и Plan. там... Не, все Сюда только, походу, кликаю. один. Все, осталась только вот такая версия. Все уже поменяли все. Ты либо берешь на $600 на год, либо на 49 на месяц. Теперь только такой вариант есть. Сколько за них поинтов дается? Я думаю, 10 поинтов, как и было за один потраченный доллар. Да, да, конечно. Есть. Сейчас мы еще зайдем сюда, и в поинтах это прям будет написано. Смотри. А какое место в лидерборде? Subscription, и написано Там плюс что-то- 10 points per $1 spent. Да, Так, да. так и осталось, галочка стоит. То есть, ну, в целом, то есть в моем случае я могу только продлевать, но при этом подписка стала дешевле. Да, Но при дешевле. этом я с подписки еще и уже получил какой-то airdrop небольшой. Ну, там сколько, $200 было? Ну, у меня Тоже дало 50 вроде или $60 мне дало. Не меньше Ну дало. вот, это, кстати, тем, кто вот так вот накрутил кучу мультов с $1000 в стейкинге, ну, они получили на каждый Не аккаунт факт, по 60 не баксов. факт, что им дало, кстати. Там, может быть, только условие было, если у тебя подписка куплена вроде. Не. Там Получали они? там именно тир, там условия тир твой. Мгм. Окей. Поэтому определенно им дало. Окей, Да, можно... ну, в целом, просто очень много поинтов на следующий тир нужен, как бы стейкингом столько поинтов не заработаешь. Ну, не знаю, что они хотят, но судя по тому, что подписка уменьшилась, даже человек, если на год возьмет, он не получит себе вот этот тир, как у меня сейчас. Ну, то есть это Мгм. $500 он потратит, и, следовательно, он получит только 5000 поинтов. Мгм. И, Да, в принципе, в Vice он никак не перейдет. по факту, да. Вот они Не могут по знаю. тирам раздавать. Вот фига. У меня, кстати, айса тоже еще нету. Я не знаю, какого теперь. Ну, могу докупить А потом. вот следующий это вот вообще капец. То есть Да. 50 тысяч – это прям too much. Не знаю, ну, в любом случае, мне нравится, что они делают. У них довольно-таки качественная платформа, интересная. Можно очень много инфы повытягивать. То есть в свое время Архам тоже что-то похожее из себя представляет. Вот. Ну и Архам нормально за свои подписки раздавал. А учитывая то, что тут мы увидели реально две коллеги находятся по докам, ну то есть в целом есть смысл что-то делать. Вот, насчет того, зачем я сейчас смотрю, ну, недавно вышел у нас дроп, который всех удивил, и все фома ловят Класс. с него. Плазма, да. Я вот себе немножечко плазмы прикупил. Я уже там и NFT-шек поминтил, и всякими активностями позанимался. Сейчас в ближайшее время думаем что-то запустить на плазме, что-то сделать для плазмы, возможно. Ну, короче, не густо там сейчас, но перспективы там, конечно, очень хорошие. Очень много денег залили в плазму. Там и сам Тезер инвестор плазмы. Да. И, ну, короче, и лаунч хороший. Ну, то есть, если мы опустим то, что Legit Элига был только 2700 кошельков на Base Reward, ну, Base Reward зато 10 тысяч на аккаунт. Ну, там Если вы сейл там невозможно. кучу аков в сейл загнали и потратили на пару баксов на каждый, ну, короче, вы богатый человек теперь. Ну, я смотрел фидбэк от людей, которые пытались в сейле поучаствовать, что там почти шансов не было. Очень быстро все разобрали. Да, но что поделать, как есть. Да, окей. Давай, смотри, я предлагаю у нас еще минут 15 надо что-то поговорить. Давай первое, что мы ждем на следующей неделе и дальше, а потом пообщаемся с чатом минут 5-10, поспрашиваем у них и закончим на этом. Согласен? Да, сейчас я попробую законнектить абстракт еще в Closet Web3 Playboy, чтобы мы посмотрели с большего, как вообще это выглядит, чтобы люди тоже Да. Как увидели. раз то, что мы ждем на следующей неделе, трейды от плейбоя, да? Правильно? Первое. Есть такое, да. Что еще мы ждем? Да, Бориан, давайте уже быстрее родите там что-нибудь. Еще один DeFi. Да, нам нужна какая-то ликвидность откуда-то. Ты видишь, какой сумасшедший фат. Сколько постов в Твиттере я видел про абстракт гневных. Козлы просто пишут, зачем вы это делаете? Зачем вы фадите наши сумки? И так далее. Но надеемся, что все наладится. Сейчас ивентик у нас в Сингапуре. Сейчас запуск Кона, уже DeFi, уже за это Expo Сайгар публично объявил. Сейчас и Абориан, может быть, поинтереснее DeFi, который еще больше людей может привлечь и так далее. Там все-таки дроп и так далее. Там как-то оно поинтереснее выглядит просто.
А так Ух. глобально я уже не знаю, что ждать. На абстракте как будто, не знаю, что у нас лаунчиться будет. Да вроде ничего такого особо на следующей неделе и ближайшей неделе, кроме этого. Или есть что-то Ну, не то? вообще, если я не ошибаюсь, пока в моих там, ну, зачем я смотрю, пока ничего такого сверхъестественного ближайшего, ну, прям на подходе нет. Ну, те же Wolfgame, вот они уже на днях запустятся, тоже мы глянем. Я думаю, что это на следующей неделе и придет, да. Трейд и плейбойсов, но я думаю, тоже на следующей неделе, потому что раз они уже Closet запустили, то есть им уже, они уже могут спокойно смотреть вот Отлично. эту всю инфу. Поэтому ждем листинг Монада наконец-то. Это, окей. Давайте, может быть, чат. Ребят, что вы хотели, чтобы мы обсудили? У нас есть еще 10 минуток, я думаю, мы можем спокойно пообщаться. Подкидывайте темы. У Ника пишите в комментариях, у меня пишите, и мы будем все озвучивать. Вот тут был комментарий от Коковски: золото забил болт на зрителей. Вот как раз сейчас я готов читать. Ребята, давайте какую-то пообсуждаем, 10 минуток посидим. Ну, мне нравится трейд-свап, он прикольный. Да, работает. прикольно. Прикольно. Dude. Да. Hot chick. Да, так прикольно Прикольно. они сделали, мне нравится тоже. Достаточно симпатично. Да, Какой-нибудь такие интересный пацаны трейд, давай уродские, вот посмотрим. пацаны такие уродские, а бабы такие интересно выглядят. Да, и вот сейчас с такими глазами посмотрим, кстати, интересно. Когда уже запуск Edge токена? Есть инфа? Или что-то, или какая-то подробности? Когда у них white paper? Мы уже ждали. Пока ничего. Ну да. Ты не знаешь еще. М-м. Окей. Что-то в чате люди пишут у тебя? Сейчас глянем. Нет, у меня пока мертвый чат. Спрашивают, 3 носка есть у тебя, Ник, свапни? 3 соска нету. 3 соска, Нет. да, носка говорю, блин. Ну, могут скинуть ребята, у которых есть. Мне вот интересно вот это. Ух, нифига себе. Да. Она голая. Типа. Ребята, напишите, что вы хотели обсудить сейчас. Ну, вот это прикольно выглядит, кстати. Да, прикольно. Ее, наверное, легче будет продать, я тебе скажу, чем мужика этого. Давай сохраним. Пусть будет. Ну да. И теперь смотрим мы на OpenSea. Ферма у нее на шее. Вон И она. она поменялась сразу. Да, вообще быстренько. Прикольно они придумали, конечно. Ну, прикольно, голая девчонка. Да. Их всего 100 штук. Ну, это могут поменять в А любой момент. можем 3 соска посмотреть сейчас. Давай сейчас. Может, это уже сделал. У Snoop Dogg 3 соска. Ну, да мог кто-то сделать просто, да, может так посмотреть. Давай сейчас посмотрим 1 к 1. Спрашивают, что за сайт. Это сайт, где плейбойсов менять просто. Есть волк. Есть женщина-волк. Ну, мужик был поинтереснее. Скажу я так, ну ничего. Так, смотрим. 3 соска. Это у нас Бади и Бади. Трипл нипл. Опа. Блин, ну грузи. Блин, тут не видно ничего, непонятно. А что у нее такой пресс? Да и усы. Чего у них? Чего у них у всех усы? Это вместо соска третьего? Я тоже не понимаю. Что-то странное. Где? Непонятно. Согласен. Я думал, Ну, там... Naked есть еще, видишь? Такая, у нее вообще ни одного соска получается. Не, ну нормально выглядит, я тебе так скажу. Очень даже так неплохо, девчонки. Ну, кто-то он с лифчиком хотя бы, или это загар такой? А, это такой загар, наверное. Блин, ну, в целом мне нравится, классно сделали. Можно покопаться. Я не знаю, где эти лимиты на свапы, но вроде как я неплохую такую свапнул. Можно просто самых ужасных, которые прям не нравятся. Да, свапнул просто. О, тоже неплохо, да? Да. Прикольно. Давайте еще сделаем. Что-то я не понимаю, сколько я могу свапов таких сделать. А, можно ресет сделать? Можно и обратно свапнуть, да? Да, можно обратно у мужика свапать. Короче, это вообще up to you. То есть можно свапать, можно не свапать.
Но задумка очень интересная. Окей, какую-то тему еще ты хотел бы обсудить, Ник? Что-то нам еще? Да, на повестке у нас, в принципе, все обсуждено с большего, Такая поэтому следите, неделя. следите за плазмой, Что за плазма сидит? следите за абстрактом. Мое мнение, если кто-то булишь по плазме, мне кажется, легче купить там токен и ждать, если вы булишь именно реально по плазме. Если под обработку, типа попробовать получить там следующий дроп и так далее, мне кажется, что может уже такого дропа, который все ждут, что опять они раздадут какой-то лайфчейндж, условно, как с сейлом было. Мне кажется, такого не будет, ребят. Это мое мнение. Ну, кто знает, кто знает. Не Может знаю, быть, мне кажется, что тема из последних дропов это очень даже перспективная. Если смотреть в целом, как бы и экосистемные продукты, которые у них выходят, в принципе, можем и в Твиттер к ним зайти. Выглядит прям такой under radar bullish прям. То есть вот у них, например, скоро выходит Plasmio, мем токен. Ага. Нормально и уже Твиттер прогревают. То есть, ну, я видел, что там у них запускается. То есть у них токен со вчера на 4 ляма полетел. Я его сегодня чуть проторговал. Сейчас я открою свап. У нас там только один DEX, который поддерживает их токены. Сейчас я покажу. DeFi. Да, вот это вроде оно. Да. Вот тут есть плазма. Открываем плазму. И у них есть токен Trillions. О, блин, зря продал. Я его по 3.9 покупал капе. И они что-то уже сделали. Они уже и Твиттер сделали. Вот, бляха. У них не было твиттера? Козлы. Даже? Да, не было. У них был просто пост Trillions и все. Ага. Ничего себе. И комьюнити у них уже 37 человек. Ну, короче, считай, у них объем 5 миллионов за 24 часа. А там даже было 7. То есть, ну, плазма немножечко раньше вышла. Ну, то есть, если по часовому времени именно брать. Вот. И в целом они вот уже пощупали даже 7 лямов. Они уже сходили на 22. Вчера вообще была такая жесткая просадка. То есть, там даже ребята колили знакомые покупать. Вот, ну, сложно пока покупать-продавать, но в целом тоже можно разобраться. У них уже сайт появился. Ну, такой простенький. Но в целом, да, молодцы, интересно. И ликвидности тут много. Люди получили там нормальные сумки в токене. И все эти мемкоины, они выходят в паре, что тоже, ну, немаловажно на самом деле. Вот, поэтому смотрим на XPL. Я его покупал по $1. Даже, наверное, чуть-чуть дешевле закупался. Уже 1.2. Конечно, я там немного закупился. Пошел с панков у них сминтил, кстати. Мне тоже интересно, как у них панки. Я себе в чат закидывал ссылку. Сейчас быстренько тоже откроем, посмотрим просто для интереса. И у них еще Trillionaires, если не ошибаюсь. Коллекция будет выходить на плазме. Pre-Trillions называется. И, кстати, про нее тоже могу сказать быстренько. Так, я раздавал еще линк. Могут качнуть куда угодно. Линк вчера к доступу. Они, короче, если я не ошибаюсь, у них будет... Pointer disabled. Create your own plasma girl? Да. Короче, ты карабкаешься в лидерборде, покупаешь кредиты, уже сейчас их нельзя покупать, они это отключили. Вот, можно было там Ну, я потратил там условно $20 на свой лидерборд за вот это количество поинтов. Подвязываешь социалки, подвязываешь кошельки, и, ну, ждешь. У них сейчас будет снапшот. Вот, и можно будет посмотреть. Вот у меня 2 кода еще есть. Что-то какие-то поинты с рефералов есть. Вот, ну ты, короче, карабкаешься по лидерборду. Я очень слабенько отработал. Но проект это топ-1 по NFT. То есть ты сейчас создаешь с помощью AI много NFT-шек, типа их можно минтить на тестнете. Вот, но потом ты получаешь VL на их основную коллекцию. У них уже 20 тысяч фолловеров, вчера было 10, чтобы ты понимал. То есть люди заряжены, Discord там у них прям летит. Ничего себе. И, ну, в целом, я думаю, что есть вероятность, что я какой-нибудь в КФЦ, потому что supply будет вроде 3333, ну, вроде за свое то, что сделал,
есть вероятность, что в ФКФЦ получу и кайфану, потому что апсайд у самой коллекции довольно-таки, ну, неплохой, на мой взгляд. Вот я тут 102 штуки нагенерил с АИшкой. Но ничего не сминтил, потому что мне не дает GasDeep получить тестовые эти токены. Ну, не суть важно. То есть в целом выглядит прикольно. То есть они уже там коллекцию саму отрисовали. Выглядит, ну, не сказать, что вау, но неплохо. Но сама суть, что как бы это такая мейн-коллекция, в которой есть связи, грубо говоря, там с самой плазмой. То есть они на хайпе пока, поэтому я думаю, все будет хорошо у них. Возможно, токен еще в будущем появится, можем увидеть. Вот. Ну, фармпоинтов закончился, поэтому тут уже особо никак не попасть. Ну, кто успел, тот успел. Я хотел показать этот NFT-шки, которые вчера брал. Давай, Пытаюсь найти. Панки у них выходили. Вот Minting Markets. Какой-то у них тоже костыль, который позволяет минтить и продавать NFT-шки. Минт стоил 1 XPL. Ну тут все вообще полетело. Я вчера по 0.5 откупал. Оно упало, получается. Поэтому по 0.14 тут нужно откупать. А чего ты думаешь, их надо откуповывать? Да, я не знаю, но выглядит, конечно, максимально всрато. 205 холдеров. Чисто панки. Ну, блин, с другой стороны, это панки. Тут у них просто еще нету этого нормальной площадки для торговли. Про это почти никто не знает. И как бы, ну, за пару центов сминтить себе пару панков, которые условно потом могут что-то дать. Ну, как абстракт, они потом тоже дали иксы. Да. Вот поэтому панц, он плазма. Пацаны, это альфа. За 20 центов минтим панков, потом по $1 продадим, может быть. Ну а что, кто-то ж минтил их за это. Совсем другие деньги, за одну плазму. Причем это 200 человек всего, то есть они по 500 на себя, или сколько, по 50? По 50, наверное, да. По 50 в среднем холдят NFT-шек. Кто-то просто весь свой дроп в минт панков всадил. Сейчас пытается вернуть хоть что-то. Поможем бедному человеку. По 0.29 откупим еще. Помогаем. Да, вот тут еще можно мои NFT посмотреть, но она очень долго грузится. Я не знаю, вот показывает одна. А у меня уже их там... Ну, у меня там не одна нифига. Она подгружается 100 лет. Короче, скоро свой маркет NFT запустим от Pudgy Invest. Скоро свой DEX запустим. Ну, короче, все будет. Мы ждем Pudgy Strategy уже. Тема, да. Ты нам хоть кол дай, когда заходить. Ну, я подскажу, ты точно не останешься в пролете. Отлично. Ты есть в закрытом чате Инвеста. Инвеста, да, я думаю, там будет первый кол. Это да. Ну, там не будет, там будет заранее fair, как бы, лаунч, скажем так. В зависимости от того, сколько ты инвеста холдишь. Я думаю, все знают про наш копи-трейдинг. И можно, в принципе, с помощью даже него одного только сделать нормальный такой лаунч, когда 100%. люди с приоритетом будут покупать. Чем больше у тебя инвестов в холде, тем больше у тебя приоритет. Ну, как бы, и там на определенную сумму поставить там лимит, и люди будут заходить. Поэтому нам это не составит труда, но в целом я думаю, что это довольно-таки неплохой пример для такого интересного запуска. Ну, в принципе, можно это же и в контракте все прописать, как сделали всякие эти стратеджи, которые комиссию постоянно уменьшают. Да. Тоже как вариант. Поэтому, короче, как-то так. Окей. Сейчас последнего давай покупаем. Откупаю. И будем, наверное... Конечно, да, эта неделя у нас выдалась не сильно много у нас новостей. Но ничего страшного, все равно собрали, что-то обсудили по абстракту, по другим криптопроектам. Думаю, интересно все равно было. Да, я думаю, что для общего развития вполне себе. Я думаю, на следующей неделе намного будет больше тем, мне что-то так кажется. Такая чуйка, что да, с каждой недели на бычке будет все больше и больше тем. А бычка вот совсем скоро.
Если да. бычка продолжится, то да. Опа, меня поменяли с тобой местами. Окей, будем тогда прощаться. Тебе, Ник, огромное спасибо. Зрителям огромное спасибо. Завтра на YouTube все смотрите. Кто не смотрел в онлайне, всем, кто смотрит на YouTube, всем привет. Надеюсь, вам понравилось. Следующий подкаст еще лучше будет, потому что будет больше новостей. Всех обнял, всех приподнял. Нику вообще самый большой респект. Да и Все. тебе респект. Все, спасибо большое.